Welcome to the Cayman Islands. Друзья, всем привет! Рад приветствовать на своем канале. И в этом ролике я приглашаю вас на Каймановых островах вместе поехать в тур и посетить одно из немногих мест на Земле под названием город скатов. На самом деле это, конечно же, метафора, и скаты находятся в воде в определенном заливе. Просто именно здесь их очень много. Да-да, это те самые скаты, которые теоретически могут ужалить своим хвостом, если почувствуют опасность. Самый громкий случай произошел в Австралии, когда скат смертельно ужалил Стива Ирвина, знаменитого ведущего и укротителя диких опасных животных. В целом тур обещает быть очень интересным, но все же организаторы рекомендуют придерживаться определенных правил безопасности. Ну а пока несколько интересных фактов о Кайманах. Острова эти расположены в Карибском море, где-то между Кубой и Ямайкой. Находятся они под суверенитетом Великобритании, но не являются ее частью. Банкноты у них свои, хотя на монетах нарисована королева Елизавета II. Эти острова являются так называемой офшорной зоной. То есть многие миллионеры или даже миллиардеры со всего мира скрывают здесь свои доходы от налогов. Помимо бизнесменов, просто удерживающих свои активы в различных финансовых учреждениях, также многие знаменитости покупают здесь супердорогую недвижимость, например, такие как Майкл Джордан. Для обычного туриста преимущество в том, что магазины в основном duty-free, а население островов освобождено от налогов. Основные занятия местных – обслуживание туристов и выращивание черепах на фермах. Одной из главных достопримечательностей столицы является Seven Mile Beach. Так называемый 7-мильный пляж, который знаменит на весь мир своей чистотой воды и песка. Помимо того, что изначально нужно находиться на Каймановых островах, дорога до города скатов занимает около часа. Сначала автобус везет к водоему, а затем на яхте в открытое море. Перед поездкой гид объясняет и просит придерживаться стандартных правил безопасности на воде и в ней. Пока яхта медленно движется по водному каналу посреди богатых жилых районов, каждый занимается своим делом. Кто-то нарезает прикормку, кто-то просто наслаждается чудесным пейзажем, а кто-то приготавливает себя к загару под карибским солнцем. На самом деле этот тур один из самых популярных в мире, и многие, кому посчастливилось побывать на Каймановых островах, хотят посетить его при первой же возможности. Именно поэтому сюда приезжает так много туристов со всего света. Более бюджетным вариантом будет собраться в группу около 20 человек, а те, кто побогаче, арендуют водные скутера и нанимают личного сопровождающего. Прикормка, которую нарезал гид, на самом деле является свежими кальмарами. Их используют для привлечения скатов поближе, так как это их любимое лакомство. Ребят, теперь внимание! Расскажу, а вскоре и покажу вам самый главный лайфхак этой поездки, чтобы запомнить ее навсегда. Возможно, кому-то он покажется малость эгоистичным, но я шел на этот шаг осознанно, чтобы в первую очередь моей жене оставить от этого путешествия поистине незабываемое впечатление.
Итак, для того, чтобы скаты плавали вокруг вас, нужно взять в руку много кальмаров и привлечь к себе рыб. В идеале, конечно же, можно было купить в супермаркете и взять с собой. Ну а для тех, кому это не удалось, можно тихонечко взять у ничего не подозревающего гида. Прибыв на нужное место, поистине поражает кристально чистая вода. Первым делом темнокожий парень спускается в море и вылавливает наибольшего ската. Затем предлагает всем остальным к нему присоединиться и образовать круг, чтобы скат не уплыл за его пределы. И уж потом начинает свое мини-представление. Now, first and foremost, these stingrays right here, they're females, so the bigger ones are all females, okay? Those O's behind her eyes, those O's are called spermicles. Now, that's how she breathes, okay? So when you're holding her, you're not going to use any muscles and lift her, okay? You're going to keep your arm gentle underneath her, okay? Just like a pizza, you're going to keep my girl just like a pizza. Now, I'm going to show you guys something cool as well. It's like a toothpick as well, okay? Now, the stingray, their mouth is located underneath. It's like a smiley face, okay? Now, these stingrays, they don't have any teeth. They have what we call grinding face inside their mouth. Look at this. Now, when you're holding a stingray, you're gonna get low in the water. It's not even the number 2, okay guys? But don't do number 2. You're gonna get your arms around it there. It's like a big old pizza. Now, when you're giving her a kiss, stop. That's too much kisses in one day. Now, when you're giving her a 7-year good luck kiss, that's it right there. Now, if you want a French kiss her, that's a bit difficult as well, okay guys? What is this? What is this? What is this? What is this? I know, that's a big girl. Now, can I get a volunteer? Who wants to be the first one? Come here, sweetheart. Now, you're going to turn your back around. Give me your back. Now, this is called a back massage. You can only get this in the Caribbean as well, okay? Now, we're going to come around in a circle. I'm going to get each and every one of you guys give my girl a touch as well, okay? Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Sorry, bro. Come on, give her a touch. Alright guys, get my circle. Where's my circle now, guys? Come on, get my circle. Come on. Come on, get my circle. Touch the underside too, guys. Touch the underside. Я, конечно же, постоял 5 минут для приличия, но так как у меня в руке было большое количество кальмаров, мы решили отойти в сторонку и устроить свое персональное шоу. Короче, трюк заключается в том, что нужно взять эти несколько кальмаров и их немножко покормить, и поэтому потом они приплывут. Вот, для того, чтобы полностью окупить наш тур. Сейчас попробуем. Вот кальмар у меня в руках. Рима, на. Вам тогда давали кальмар? Нам тогда давали кальмар. Только осторожно. Где они? Нет. Не работает что-то трюк. Они все поразбегают. Полезу еще за ним. У тебя сзади идет. Где? Вот он. На. Как собаки.
Попытка номер 2 прикормить к себе скатов. Все, больше нету. Смотри, какой он большой, смотри. Вот он какой. Офигеть. Офигеть, смотри, Наташа. Я этими кальмарами пахну. Смотри, сколько их возле нас. Смотри, сколько их возле нас. Они все думают, почему мы такие? Почему они возле нас? Почему они возле нас? Они... Ого! Вот это да! Они нас почувствовали и приплыли к нам. Класс? А те пускай с одним фотографируются. А он не может понять, почему так происходит. Вот такой вот тур, ребята, вот такой вот тур. Все-таки хитрость она сыграла, сделала свое дело. Один только там скат с ними со всеми, а к нам целая большая арава подплыла. Попробую. Give him a kiss. Guys, it's a bongo right here. You guys not gonna get it right here, man. You guys are in a bongo. Drop down low, 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 low. Не зря мы его кальмары. В общем, вот так вот весело прошел наш замечательный тур.
Я желаю всем, кто мечтает путешествовать, стремиться к исполнению своей мечты и посетить самые интересные места на этой планете. Разумеется, рекомендую подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. А также обратить внимание на проверенные ссылки в описании, которые помогут вам выбрать авиабилеты и отели по доступным ценам в нужные вам страны. До новых встреч! Пока-пока!